Здравствуйте, друзья! С вами юрист Валерий Табаков. Сегодня вуза, который продает воздух за 8900 гривен в месяц. КПИ начислил мне лично долг в размере 53 тысячи гривен за комнату с начала этого года. За комнату, в которой 2022-2024 годы. Хотя я все это время, в течение уже 3 лет практически, со своей 7-летней дочкой проживаю за границей. Друзья, это не просто нарушение законов. Это жлобство, прикрытое учеными степенями и званиями. И я раскрою 4 схемы незаконной оплаты, расскажу о своей 25-летней борьбе с Киевским политехническим институтом и об их попытках выселения меня и циничном служении золотому тельцу. Мы разберем мою жалобу в Держпродспоживслужбу и план борьбы. Берите чай, подписывайтесь и давайте защитим наши права. Моя история началась в 1999 году, когда мне предоставили комнату размером 22,6 квадратных метра в общежитии номер 3 Киевского политехнического института на улице Академика Янгеля, 22. Решение приняли 1 апреля администрация и правком на основании статьи 125 Жилищного кодекса Украины. На тот момент я проработал в КПИ уже более 10 лет на должности ассистента, кандидат технических наук. На тот момент общежитие не было студенческим, и в нем проживали бывшие сотрудники треста студенческих столовых, лимитчики и другие сотрудники Киевского политехнического института. Чуть попозже я с боем, с помощью судебных решений, получил форму 15 для прописки и в конце концов был прописан постоянно в этом общежитии. Позже я прописал туда и свою дочь. Однако КПИ это не понравилось, и Киевский политехнический институт начал войну со мной. Первое, что он сделал, это изменил статус общежития на студенческое. В 2000 году КПИ попытался выселить меня без предоставления другого жилья. Я начал судебную борьбу, и Соломенский суд в решениях 2000 и 2003 годов запретил выселение, подтвердив таким образом мое право на проживание в общежитии на основании статьи 125 Жилищного кодекса Украины. Но поскольку я проработал в КПИ более 10 лет. И это законно. В 2003 году комиссия по ценам по моей жалобе, которую я подал туда, обязала КПИ взимать с меня плату только за используемые мной услуги, а именно за газ, за воду, за отопление и минимальное обслуживание. Но сейчас размер такой оплаты составляет примерно 1300 гривен в месяц. Ну, тогда было, уже не помню точно сколько, 25, может быть, или 30 гривен в месяц. Как на то время было рассчитано по ставкам как квартплаты в городе Киев. То есть примерно так, как и квартира стоила
размером 22,6 квадратных метра. Все было честно, суд защищал мои права. Но вот время шло, и в 2024 году в Киевском политехническом институте сменился ректор. Михаил Захарович Сгуровский ушел, и сейчас на ректорское кресло взобрался другой человек. Что же сделал КПИ под руководством нового ректора в отношении проживания в общежитиях? С 2025 года КПИ ввел так называемую комплексную услугу, ну как комплексный обед, да? Комплексную услугу за проживание стоимостью, ну, в отношении одной комнаты, например, где я проживаю, стоимостью 8900 гривен в месяц. Я с такой оплатой не согласился, и вот начался новый виток борьбы. Моей борьбы с Киевским политехническим институтом. До 2025 года я платил за проживание, за коммунальные услуги примерно 1300 гривен в месяц. Это 200 гривен за метраж, ставка квартплаты. Примерно 700 гривен в месяц за отопление. Вода и газ по общежитским счетчикам, которые распределялись на всех. Но с января 2025 года, как я уже сказал, размер оплаты был изменен. В комплексную услугу были включены стирка белья, которой я не пользуюсь, аренда матрасов, подушек, кроватей. Ничего этого я не арендую. Зарплаты чиновников студгородка. Ну, извините меня, еще и чиновники у меня будут на зарплате. Я и так плачу налоги. Их интернет, этих чиновников. Я что, должен оплачивать этот интернет? Уборка, вывоз мусора, автоуслуги, непонятно, кого они там возят. Я же не мусорю, я там уже 3 года практически не проживаю. И капитальный и текущий ремонт, который по закону Киевский политехнический институт обязан делать за свой счет, а не за счет жильцов. С 2022 года я, как уже сказал, в общежитии не живу, не пользуюсь водой, газом, никакой стирки я у них не заказываю, белья. Но выбора они мне не предоставляют. Говорят, плати за все в комплексе или вали из общежития. Друзья, это как купить хлеб. Ты пришел в магазин, а тебе кроме хлеба впаривают тушенку, 3 банки огурцов и еще килограмм 5 костей каких-то, да? Хочешь, бери все вместе. Не хочешь, не бери. Хлеба не получишь. КПИ зарабатывает миллионы таким образом, включая счета виртуальных жильцов. Друзья, по их калькуляции, в комнате, где я прописан с дочерью, еще имеются виртуальные места для 2 человек дополнительных, которые таким образом как бы потребляют воду, газ, электроэнергию, и за все это оплату начисляют мне. Ну, виртуальные жильцы, что вы хотите. Очень интересная схема. И для ее реализации КПИ разработал целых 4 схемы. Ну, подсхемы, что ли, да? Это же технари, это же элитный вуз, это же топ-100 мировых учебных заведений. Разработал 4 схемы с подсхемами, чтобы выкачивать деньги из жильцов. Ни за что. Это, друзья, не просто бизнес. Это не просто платные услуги. Друзья, это коррупция. Это экономические преступления.
Первая подсхема – комплексование услуг. КПИ объединяет нужные услуги, востребованные, отопление, вода, газ, электроэнергия, с невостребованными, никому не нужными, стиркой белья, арендой матрасов, арендой мебели, зарплатами чиновников. Хочешь отопление – плати за все. Но, друзья, это нарушение статьи 19 Закона о защите прав потребителей. Навязывание услуг этим законом и этой статьей запрещено. Вторая подсхема тоже комплексование. Только не услуг, а комплексование койко-мест. Моя комната 22,6 квадратных метра, которая мне была предоставлена целиком, так записано в решении о предоставлении, и суд это зафиксировал. Комната рассчитана КПИ на 4 койко-места. Там я живу с дочерью вдвоем и прописан, но КПИ требует оплату за 4, то есть плюс еще 2 виртуальных жильца, которые не потребляют воду, не потребляют газ, не мусорят. И вот с меня требуют оплату за вот этих вот 4. Это, друзья, чистый воздух, за который с меня требуют оплату. Третья часть схемы – ранжирование оплаты. КПИ установил разные тарифы за одну и ту же услугу для разных категорий потребителей. Для студентов, аспирантов, сотрудников и посторонних лиц. То есть 4 категории они придумали, и для каждой из категорий тарифы за одну и ту же услугу различаются. Ну, что это как не дискриминация? Я бывший сотрудник, пенсионер, но с меня требуют оплату больше, чем платит студент за то же самое отопление и за ту же самую воду. Это дискриминация и нарушение статьи 3 Гражданского кодекса Украины принципа справедливости. И четвертая часть подсхемы – отсутствие верхнего предела оплаты. Для студентов, аспирантов есть лимит оплаты, который установило Министерство образования и науки Украины. А для сотрудников и посторонних лиц такого верхнего предела нет. Минобразование просто не видит этих людей, живущих в общежитиях, учебных заведений и КПИ. Таким образом, КПИ может поднять тариф до 20 тысяч гривен за комнату. И выше, и выше, и выше. И это, с точки зрения КПИ и Министерства образования, они, наверное, тоже участвуют в этой схеме, будет законно. Ну, как бы законно, да? И это, друзья, открытая дверь для произвола. Ну, Министерство образования – это часть ветки исполнительной власти. Вот эти вот схемы позволяют КПИ наживаться на жильцах, игнорируя законы и мораль. Я потребовал пересчитать оплату, начисленную мне и уплаченную за мной за 2022-2024 годы, так как с 13 октября 2022 я с дочерью нахожусь в Болгарии, и это подтверждено справкой Держприкордонслужбы. Я просил КПИ оставить только оплату за отопление за этот период 764 гривен в месяц. И поскольку ни водой, ни газом, ни другими услугами электроэнергии я не пользовался, то эту оплату зачислять в счет будущих платежей. КПИ отказал мне и
начислил долг в 53 тысячи гривен, начиная с 1 января 2025 года. КПИ сослался при расчете на приказ ректора номер НАГ 171/24. Также КПИ ошибочно, не ошибочно, а умышленно зачислили мой платеж за отопление за февраль 2025 года 764 гривны как оплату за услуги за январь. Вместо февраля я просил их зачислять мои оплаты в те месяца, за которые они там указаны в оплате, но игнорируя мои обращения, КПИ это не делает. То есть я, например, пришел оплатить товар какой-то, например, молоко, да, а мне зачислили мою оплату за молоко 3-летней давности. Вот примерно так вот это происходит. Начальница отдела претензионной работы Киевского политехнического института заявила по телефону, что это справедливо, поскольку КПИ – бюджетная организация. Справедливо? С моей точки зрения, это жлобство. Я подал жалобу в центральный орган исполнительной власти Держпродспоживслужбу, который обжаловал отказ главного управления этой службы в Киеве. И аргументы мои таковы. Во-первых, есть постанова Кабинета министров Украины номер 796, пункт 7, который устанавливает, что КПИ не имеет права взимать плату с пенсионеров и несовершеннолетних, не входящих в категории плательщиков, с которых КПИ и другие вузы взимают оплату за платные услуги, платные послуги. Там в этом пункте четко указаны категории лиц, с которых может быть взята оплата за платные услуги. Но пенсионеров и несовершеннолетних лиц в перечне категории лиц, входящих в тех, которым могут быть предоставлены услуги, нету. Я пенсионер с 28 сентября 2022 года, а моя дочь несовершеннолетняя. И категория, которую мне и ей присвоил КПИ, посторонние лица, она незаконна. Она не входит в перечень категории, установленным пунктом 7 постановлением Кабинета министров Украины номер 796. Далее, следующий мой аргумент – это пункт 12 примерного положения об общежитии, которое утверждено постановлением Кабмина Украины номер 498. Этот пункт говорит о том, что КПИ, как и другие организации, управляющие жильем и общежитиями, обязан проводить капитальный ремонт и текущий ремонт за свой счет, а не за мой. Несмотря на это, в калькуляции, по которой требует с меня КПИ оплату, основную часть составляет плата за капитальный ремонт. Примерно 50%. То есть, если взять 8900, поделить пополам, примерно 4500 гривен в месяц за капитальный ремонт, который КПИ должен делать за свой счет, а не за мой. Третий аргумент – закон о жилищно-коммунальных услугах. Статья 7. Начисление за непредоставленные услуги. Вода, газ, и
электроэнергия и так далее. И если отсутствие подтверждено документально, а это подтверждение справкой Держприкордонслужбы, то тогда начисление за непредоставленные услуги незаконно. Четвертый аргумент: закон о защите прав потребителей, статья 19, навязывание услуг, стирка, аренда мебели, матрасов, ну и так далее. Это нарушение. Судебное решение 2000 и 2003 годов подтверждают мое право на проживание и запрещают выселение. На основании статьи 125 Жилищного кодекса Украины и 129 Конституции. Также непропорциональность тарифа. Тариф 8900 за проживание в комнате размером 22,6 квадратных метра в 9 раз выше нормы по Киеву, который за такую же площадь берет оплату 282,5 гривны. И это нарушает принцип справедливости, установленный статьей 3 Гражданского кодекса Украины. Я требую отменить начисленный долг, пересчитать плату только за отопление, устранить нарушения, но пока еще КПИ думает. О чем он думает? Он думает о том, как бы в судебном порядке взыскать с меня начисленный им долг. КПИ включил в тариф капитальный и текущий ремонт, около 50% от 8900 гривен в месяц, а согласно пункта 12 примирного положения, ремонт текущий и капитальный – это обязанность собственника, то есть в данном случае это обязанность КПИ. Моя комната не приватизирована, не в аренде, но с меня требуют платить за капитальный ремонт, который я не заказывал. Но это, друзья, как если бы арендодатель заставил вас чинить крышу его дома. Также КПИ навязывает охрану, стирку белья, дезинфекцию. Все это входит в 8900 гривен в месяц за проживание. Но я не пользуюсь этими услугами. Однако выбора мне КПИ не предоставляет. И это нарушение статьи 19 Закона о защите прав потребителей и пункта 12 примирного положения про гуртожитки, про общежитие. Начальник отдела, начальница отдела претензионной работы КПИ заявила, что их действия справедливы, так как КПИ – бюджетная организация, но где справедливость, когда ВУЗ наживается на жильцах, в 9 раз повышая размер оплаты, включая в счета ремонт и виртуальных жильцов? Где справедливость, когда меня, пенсионера с ребенком, вынуждают платить за 6 месяцев 53 тысячи гривен? Это несправедливость, это жлобство. КПИ, прикрываясь статусом бюджетной организации, нарушает законы, игнорирует суды и выкачивает миллионы. Мантии профессоров не дают им права попирать права граждан. В 2004 году, во времена Оранжевой революции, КПИ в отношениях со мной, для того, чтобы выжить меня из комнаты, которую я отвоевал у них в судебном порядке, пошел на крайние меры. В один из дней к моей комнате, к дверям, подошли комендант, участковый полицейский и 15 других человек и начали взламывать дверь, чтобы подселить 2 студентов. Я предупреждал их о статье 30 Конституции Украины, гарантирующей неприкосновенность жилья, но они не слушали. Дверь взломали, студентов подселили, и эти студенты, нужно сказать, вели себя аморально. Я преподаватель, они студенты,
но тем не менее в моем присутствии практически каждую ночь они занимались сексом, а также угрожали прыгать своими ногами в сапогах мне на грудь. Я обращался к декану их факультета, это факультет информационно-вычислительной техники КПИ, но декан цинично мне ответил в письменном виде. Он написал: «Найди общий язык со студентами». Я подал в прокуратуру за нарушение неприкосновенности жилья, прося возбудить уголовное производство. И нужно сказать, что студенты и КПИшники, испугавшись, выселились. Это был мой первый бой с КПИ с использованием уголовных норм. Теперь с 2025 года новый ректор пытается повторить те же методы, но другим способом, финансовым давлением. Это, друзья, не просто коррупция. Нужно сказать, что можно это квалифицировать как идолопоклонство, служение золотому тельцу. Когда дело доходит до денег, профессора КПИ жертвуют моралью. Они служат мамоне, наживаясь на жильцах, студентах, пенсионерах, несовершеннолетних. Это жлобство, прикрытое учеными степенями. Ситуация в Украине, война, разруха, несправедливость – это результат коррупции, которая въелась в нашу жизнь. Золотой телец требует жертв, требует человеческих жертв. И КПИ, начисляя мне 53 тысячи гривен за воздух за полгода, вносит в это служение, в это жертвоприношение свою лепту. Но я верю, друзья, правда сильнее. И мы сможем это остановить. Но каков мой план? Я, конечно, не буду в подробностях его раскрывать, но, во-первых, я дождусь ответа от Держпродспоживслужбы. Дальше можно будет затеять переписку с антимонопольным комитетом, с Министерством образования, со средствами массовой информации. Нужно собирать доказательства, квитанции, справки, ответы на мои заявления. А также, не знаю, можно было бы рассчитывать на объединение жильцов для коллективного иска, но, насколько мне известно, жильцы оказались не бойцами. Таким образом, что будет дальше, будет видно, чем это закончится. Либо припрем к стенке этих продавцов воздуха, либо, они попытаются стереть нас в порошок и будут дальше жировать, служа своему золотому тельцу и принося человеческие жертвы. Нужно сказать, что вот эта война, похоже, является итогом той коррупции, которая квалифицируется как служение идолу золотого тельца. Раньше это были единичные случаи, я вспоминаю, как в КПИ ежегодно случалась смерть, человеческая жертва. То, преподавателя вытолкнут через стеклянную дверь, и вся порезанная она упадет, то какой-то полковник выбросится с балкона. Мало ли каким способом все это совершалось. Так что, друзья, пишите в комментариях, если вы сталкиваетесь с подобным обдирательством. Делитесь этим видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Вместе мы заставим коррупционеров отвечать по закону. С вами был юрист
Валерий Табаков. КПИ думает, что может продавать воздух и попирать законы, но я докажу обратное. Правда на моей стороне. До новых встреч!